Замечаете ли вы увеличение количества людей, открыто заявляющих о своей нетрадиционной сексуальной ориентации? Есть ли тенденция к изменению позиции церквей в отношении таких людей? So this is maybe a question we talked a little bit already, but we can expand this question. Okay? For many decades, it has been not only socially acceptable, but also popular and fashionable to identify as homosexual. На протяжении многих десятилетий идентифицировать себя как гомосексуалов или гомосексуалистов было не только социально приемлемо, но даже модно. Because it is now more popular, the numbers have increased some. И поскольку теперь это еще более популярно, то цифры, то есть количество людей, вовлеченных в это, увеличивается. What has increased much more is those who identify as transgender or non-binary, neither male nor female. Но еще большее количество людей сегодня, они не просто говорят себе как о гомосексуалах, но скорее как о трансгендерах или людей, которые не определились с тем, какой у них пол. And it begins early in our public schools, which are run by the government, where the curriculum pushes against heteronormativity and trains children to question their sexual orientation or even their gender very early. И это началось раньше во времени, причем в государственных школах, которые контролируются правительством, где стали именно в программе школьной, это было заложено, открыто выступать против гетеронормативности. И то есть начали учить детей сомневаться в их сексуальной ориентации. So yes, this has affected churches. Many progressive denominations began embracing homosexuality back in the 1980s. И да, это оказывает свое влияние на церкви. Многие так называемые прогрессивные деноминации начали принимать гомосексуальность еще в 80-х годах. So, again, you have to understand has always been sort of a divide between more liberal Protestant denominations and more conservative evangelical denominations. The liberal Protestants are the ones who were on this very early, but now some evangelicals and more conservative traditional Christians are now being influenced in this way. То есть здесь, конечно, нужно понимать, что церкви в США, условно можно разделить на более, скажем так, прогрессивные протестантские церкви и более консервативные евангельские церкви. Вот в этих протестантских церквях подобное движение в сторону гомосексуализма и трансгендерности уже наблюдались в 80-х годах, но, к сожалению, подобные тенденции сейчас проникают и в более консервативные евангельские церкви. In churches of Christ, specifically, the homosexual agenda is advanced mostly in the context of our Christian colleges. Again, it's the academic world. А в церквях Христа трансгендерная гомосексуальная повестка больше продвигается в каких-то академических кругах, как мы уже говорили, и в христианских колледжах. And most openly in churches of Christ, I've seen it in some ministry organizations, and the most well-known one is called Centerpiece. It's a ministry out of Dallas. И наиболее открыто подобные тенденции продвигаются отдельными служениями. А, кстати сказать, в том числе и церквей Христа, самое известное из них называется Centerpiece, и оно находится, оно базируется в Далласе, Техасе. Their goal is to make the whole LGBT agenda and lifestyle acceptable in churches of Christ. They go to churches and teach that. И их цель заключается в том, чтобы
стиль жизни ЛГБТ как бы сделать приемлемым в церквях Христа, и вот они этим занимаются, как бы продвигают эту повестку в церквях Христа. Okay. And do they succeed in that? It is very successful because they are teaching a conclusion that our secular culture has already accepted. And so teaching something that is very easy, I mean, many people want to have a Christian way to accept homosexual practice. And so they're trying to give them a way to do that and make it acceptable. So it is very popular. Я спросил, насколько они преуспевают в том, что они делают, и Кейт говорит, что они преуспевают, поскольку, в принципе, почва готова. Многие люди как бы подвержены подобным тенденциям уже так или иначе, и при этом они как бы хотят совместить это с христианством, и вот подобные организации как бы дают людям представление о том, как это можно сделать, да, совместить образ жизни ЛГБТ и при этом быть христианином. And it makes sense, right? If your Christian faith, you think it requires you to take a stand that is difficult, but then Christians come along and tell you, no, you don't have to do anything that difficult. You can flow with the culture on this. Then to easily convince many people. То есть им как бы проще убеждать людей, потому что, как с точки зрения христианства, мы противостоим, да, различным каким-то греховным наклонностям, и это всегда сложнее идти как бы против течения, противостоять. А здесь появляются христиане, которые говорят: нет, вам не надо противостоять, вам просто нужно быть такими, какие вы есть, и при этом вы можете оставаться христианами. И, конечно, подобные идеи очень живо воспринимаются в обществе, где подобные тенденции уже распространены. Especially when people are too afraid, too scared to say anything. Особенно если люди боятся сказать что-то против.